Добрый день, дорогие друзья. Из Всем студии привет. Для Пантеры снова вещаю я и Марк. Да-да. Сегодня у нас обзор небольшой игры. э, и- Небольшой, которая длилась час. Ну, мы будем ее немножко в ускоренном, может, темпе смотреть, чтобы не было слишком нудно. Ну, мы ж в этой записи потом еще поиграем или потом запустим стрим и начнем играть. А мы потом... Нет, наверное, мы просто запишем и все. Ну, просто запишем вот повтор. Итак, значит, я играл синеньким, со мной был Crazy Gun против М-блока и Евгения. Так, переключусь за себя. Это была рейтинговая игра обычная. Ничто не предвещало беды. План у меня был в Королевских Драгун сыграть. Вот. Поэтому я немножечко сейчас ускорю развитие. А можно вопросик? Говори. Так мы после этого обзора стрим-то запишем после этого? Ну, если ты уроки сделал, то можем позаписывать. Конечно, сделаем. Ну да, тогда позаписываем. Так, в общем, идет обычное развитие. Союзник в привет С играет. Я как бы не волнуюсь за него. Все у меня хорошо. Кстати, я когда играл на миллионы ресурсов, ну, сегодня утром я даже не записывал, просто играл на миллионах ресурсах, то я развивался в 4 городских центра, а не в 3. В миллионах надо в 5 вообще-то играть. Так, а я расставляю барабанщиков и строю стенку. Потом мне приходит идея сделать каменные стены. Я начинаю тут с небольшого участочка. С этой стороны и с этой стороны. Вот. Сейчас, когда ПТ закончится, посмотрим, что у кого есть. Мне самому интересно, я еще не смотрел. 2 конюшенки у меня уже. 3 уже, да. Так, ставим минус и паузу. И смотрим, что у меня есть. 24 королевских драгуна, 228 мушкетер, 205 бандаширов. Так, переключаемся на союзника. У союзника все плохо. Это он, кстати, за какой нации? За Алжир. За Алжир он построил вот такое количество войск, ребят. Ой, я даже больше А делал. теперь посмотрим на маленького алжирца. На вот этого. Сейчас паузу отожмем, чтобы было видно. Посмотрите, сколько у него войск. Чтобы было понятна разница между моим союзником, алжирцем, и моим соперником, алжирцем. Вот твой союзник как-то очень мало войск построил. У него рундаширов 86, по-моему, было. Я в своей игре утром, у меня было 486 рундаширов, если не меньше или не больше. Так, Марк, не отвлекай, пока да я покомментирую. Ну ок. Значит, теперь переключимся на третьего нашего соперника, да. Посмотрим, что у него. Ну, у него что, 2 конюшни, он не сильно силен, видимо, да. По порезам. Да, золото прокачал, золота много, но он его никак не реализовал. Многостволы, правда, построил. Вот. Нет никаких прокачек. Мушкетеры прокачаны, но тут он коней как-то не заказал. Из одной конюшни только строит. Такая вот история. Значит, возвращаюсь к себе. Так, что у меня? Я уже тут пролетик тут достроил стеночки, тут заказал, мне строят. Выстроился для битвы и думаю, ну сейчас я буду принимать алжирца. В принципе, я начинаю тут кое-что прокачивать. Да, у меня нет отрядов, но в принципе есть ресурсы на первую скорострельность. Он находит слабое место. Это деревянные ворота, которые можно сломать банально.
Артиллерии у меня всего 3 пушки. И тут я замечаю вот это вот сверху. То есть просто зеленый, не знаю, всеми, не всеми, но он ломает мне забор деревянный. Да нет, не всеми, он тут какую-то армию небольшую. Захватывается у меня крестьяне, 2 шахты отжал. Я выстраиваюсь, насколько это возможно, делаю 2 силы выстрела здесь. Патронов не хватает. Как-то еле-еле там с горем пополам, доменивая уже непонятно что. Я отбиваюсь от этой атаки. Остается у меня какое-то количество мушкетер. Красный зачем-то бежит на мою базу при этом. Зеленый тоже бежит на мою базу. В этот момент я начинаю температурить, говорить ему, что куда ты бежишь, иди атакуй зеленого, чтобы он не ходил ко мне. Зеленый уже пришел, видимо, всей армией. Красный отдает тут часть войск, тут стоит, ничего не делает. Кстати, интересно, какие у него прокачки, есть ли у него какие-то прокачки. Да, он качает, он прям реально в пику играет. Но у него по-прежнему... Нет, 3. Да, у него развитие неплохое. Но воюет он не очень. Не смог он убить вот эту армию своими войсками. Тем временем опять армия номер 2 стоит у меня под воротами. Я начинаю дальше развиваться. Ну, точнее, как развиваться. Восстанавливаю вот эти 2 шахты. Понимаю, что у меня сверху идет зеленый. Уже тут полноценная армия. Вот этот момент был, наверное, наиболее опасен, потому что здесь зеленый привел уже серьезные силы. Я начинаю строить многостволы. Расположил один отряд здесь против зеленого, остальные здесь. За счет многоствола я отбиваю вторую атаку сиреневого. В этот момент красный пытается что-то делать, но он его просто кайтит драгами и на изи тут отбивается. Снова мне выносят эти злополучные шахты. Я пытаюсь построить стенку. Сиреневый предпринимает очередную попытку. Здесь он расположился пушками, и, собственно говоря, ими он и снес эту шахту. Посмотрите, что он опять успел скопить. Зеленый не унимается, он снова идет ко мне. Он даже не собирается идти к красному. Целенаправленно они вдвоем долбят меня. Войск у меня все меньше, потому что приходится размениваться в конечном итоге. Я погнался за этой армией, там практически всеми войсками. Ну, конечно же, сиреневый не даст мне этого сделать. Красный снова убился. Тут стоит 2 многоствола вот в кустах. Время ходит в атаку и об них убивается. Я пытаюсь эту стенку хоть как-то достроить. Она разрушена. Постоянно гибнут крестьяне на стройке. Снова отжимают у меня эти злополучные шахты. Нанимает он гренадеров, чтобы сломать вот эту стенку. Тогда у него появится проход в эту зону. Золота не хватает, потому что я включил сечевиков. Красный пытается рейдить, и в принципе кое-что ему удается. Меня, конечно, жутко температурит. Я ему постоянно пишу, что иди же ты в атаку, зачем ты стоишь. Но он занимается градостроительством. У него 5 башенок, там каменные стены. Я тут пытаюсь застроиться, чтобы сверху зеленый на меня не ходил хотя бы. Снова красный идет в атаку. Но зеленый как нарочно. Он, поскольку каменная стена долго строится, он в какой-то момент все равно приходит, опять разрушает, опять убивает крестьян. Здесь приходится отвлекать довольно серьезные силы, чтобы отбить этот отряд. Красный снова умирает небольшими пачками. И тут приходит Евгений. Он, кстати, проломил уже тут отверстие своими гренадерами. Нападает одновременно с 2 направлений. Методично выбивает многостволы, все по фэншую, не просто так. Я здесь располагаю какой-то отряд прикрытия, чтобы попытаться достроить стенку. Тем временем мои войска терпят тут
от артиллерии, соответственно, выбиваются многостволы. Отряд прикрытия не успевает все закрывать, потому что уже, видимо, отхвачена нация, и пошли уже в мою сторону легкие пехотинцы второй нации от М-блока. Снова благодаря многостволам мне удается отбить эту атаку, и артиллерия, кстати, у него все время стоит под охраной, не так-то просто ее и выбить. Пытаюсь я достроить, но нет, он и тут мне не дает, и тут ломает. Продолжают они просто тупо играть 1 в 2. У меня не хватает золота, потому что я наспамил тут бичевых казаков. Никакого развития не получается, потому что постоянно выносят ресурсы и постоянно все уходит на стрельбу. Опять зеленый заходит ко мне на базу довольно крупными войсками. Я располагаю тут 2 основных отряда, которые у меня еще есть, 2 по 120. Встречают они тут... Уже он довольно прокачанный, мне приходится кинуть в бой практически все свои резервы, чтобы перекрыть это все. А этой армией я пытаюсь наступать, но тут захлебывается моя атака. За счет многостволов какое-то время у нас была удача. 2 или 3 раза я отступал и перестраивался, одновременно пытаясь отбиться на базе от зеленого. В конечном итоге я понял, что силы мои растаяли. 54 драгуна уходят на базу домой снова на оборону. Красный тем временем, ну, такими силами, там, практически не нанося дамаг, продолжает строить каменные стены тут. Я тоже пытаюсь их строить. Здесь все время попытаюсь восстановить хоть как-то свои стеночки, чтобы ко мне не пробирались. Но бесконечно он ломает их, и невозможно достроить. Только я попытаюсь достроить, прорывается человек 100 мушкетер совершенно спокойно. А дотеканием Алжира он просто убивает этот Алжир, ничего не происходит. Даже здесь он уже помогает, зеленый. Я пытаюсь выбить пушки, которые постоянно дамажат. Мешают построить здесь. Вот тут наступил опасный момент, потому что пришли уже юниты 18 века, и только за счет многостволок мне удалось отбиться, потеряв огромное количество мушкетер 17 века. И в принципе мне уже нечем принимать вот это, потому что он захватил мою многоствольную пушку здесь. Другие еще не вышли, они катятся сзади, они были на отбитии зеленого. Он продолжает давить с этой стороны, нисколечко не стесняясь. Здесь стоит артиллерийская батарея, которая долбит мои конюшни. Кстати, это 4-ю мне удалось построить. Я взял прочности зданий уже все, для того, чтобы хоть как-то выживать под огнем. Как вот это отбивать, было совершенно непонятно. Только за счет того, что я отбился на юге, мне удалось перебросить на север какую-то часть войск. Да, 18 века казармы строятся, но здесь вот эти опасные забеги чуть было не закончились тем, что у меня их отняли бы. Красный тут более-менее начинает уже поддавливать. У него, кстати, 2 нации он развил. А вот тут что происходит? А здесь снова пришла гопша от Евгения. И по-прежнему вот эту узкую щель я никак не могу достроить. Именно в нее постоянно прорываются войска зеленого. И он по-прежнему идет как будто целенаправленно прямо на мою базу. У меня 2-я казарма 18 века. Что у него? Тоже 2 казармы. Тут нация с просто тупой спам. 2 конюшни. Конюшен у него 3. Ну, 2 нации и постоянное строительство вот этих из казарм 18 века. Идут там стрелки вот эти мощные. Удается их выбивать многостволами, потому что он ходит ко мне без артиллерии, в отличие от Евгения, который постоянно приходит с 10 пушками. Да, Мар, говорит. Я хотела сказать, вот этот фиолетовый игрок все время отделывается тем, что когда он на тебя нападает, у него запасная армия уже строится и строится. Он так бесконечно на тебя нападать будет.
Да, именно так и происходило. С этой стороны у меня один многоствол прикрывает, и то он был захвачен, тоже была опасная ситуация. Эти стрелки имеют более высокую дальность боя, чем все остальные юниты в игре. Это, по-моему, французские егеря. Красный не может не переломить ситуацию, ничего, но слава богу, что он хотя бы держится. И здесь он организовал небольшой рейд на тылы Сиреневого. Ну, в принципе, Евгений тоже захватил нацию, тоже спамит уже. Тут, короче, я один с одной нацией на самом деле жил в этой игре. У этого две нации, у этого две нации. И у моего союзника тоже две нации, но играет он как-то очень посредственно. Куда-то идет без атаки, что-то происходит у него постоянно. После очередного отбития я решаю кинуть небольшой отряд, 100 драгун и 150 мушкетер, на пролом. Но когда я подошел поближе, я, во-первых, потерял очень много войск уже, а во-вторых, я заметил вот тут два многоствола, а шел я со своими тремя многостволами и без артиллерии. Пробиться через это узкое горло такой армии, в которой всего 45 рундашир, не представляется возможным, поэтому я принял решение зайти отсюда. Тем временем с этой стороны не прекращаются нападки на мою базу, отбегания. Я построил уже к тому моменту третью казарму века. Спасало меня то, что для тактики мушкетер королевских я прокачал одну шахту на плюс 8. Вот эту вот. И за счет нее я жил, потому что остальное золото периодически выносилось. Здесь он забрался вот в этот закуток с пушками. Мне пришлось с большим трудом его оттуда выбивать. И тут ему на помощь идет подмога, но благо пушки я успел уничтожить. Здесь мы вдвоем с Красным взяли в котел вот эту группировку. Очень большие потери понесли от многоствола, который он взял с собой, но тем не менее смогли отбиться. Евгений снова переходит в атаку. Я бросаю все силы, которые у меня есть, теперь на отбитие этой атаки. Но благо тут у меня, когда было затишье, я строил обычно стрелков. Когда в момент атаки я сильно большие потери несу, я переключался чисто на спам пикинер. Когда я подошел сюда, я здесь не смог пробиться, у меня не было уже ближников, и тогда я пошел на помощь Красному просто на пролом, увидел, что он здесь уничтожил артиллерию, эти два многоствола. Своими тремя многостволами тут довольно много надамажил. Сиреневый пытался помочь тут Красному, чтобы ничего не случилось. И вот он снова переходит в атаку, он подводит артиллерию. Здесь уже я решил переломить ситуацию. Я вижу, что красный поджал зеленого, и я могу переключиться один на сиреневого. Открывая ворота, перехожу всеми в атаку с огромным трудом, потому что здесь уже двойная нация же, много арты. Я иду на картечь, по сути дела. Я беру вот этот участок, и снова меня встречает, здесь уже век, кстати, за Францию. А я все играю одной нацией, друзья. Тем временем тут бесконечное боестолкновение, но хотя бы красный развился так, что практически прекратились нападки на мою базу, но нет, все-таки у него словно точка сбора здесь. Правда, мне удалось достроить стену. В этот момент я прорываюсь на холм, и сиреневый сдается. Ну, конечно же, дальше судьба зеленого была решена. Как только удалось продавить Евгения, мы уже, соответственно, стали приближать победу, хотя красный тут тоже проломил дырочку гренадерами, вошел в базу. Но, конечно, сам бы он не затащил, потому что зеленый был явно сильнее его. Видимо, микроконтролит лучше или что. А этот развивался так, ну, как будто он с ботом играет. Здесь уже меня практически ничего не встречает, я спокойно захожу. Да, есть какие-то там отдельные многостволы, которые на меня развернутся, но у меня с собой артиллерия, тут уже просто слишком много войск. Да, те, которые тут прорывались на мою базу, ничего не сделали благодаря стенке.
Ну и, соответственно, в этот момент блок сдается. Сказать, что я температурил в эту игру, это ничего не сказать. Я много раз написал союзнику нелицеприятно: иди в атаку, что ты стоишь. И вот посмотрим, как же развивалась наша игра. Красный, я не знаю, как он там умудрялся так играть, но, в общем, сильно хуже он играл, чем Евгений. По лимиту это видно. Где-то в этот момент, видимо, он взял нацию и стал больше населения строить. Вот, ну и моя задача, вот моя синяя линия, я практически держался 1 в 2 очень долго, до тех пор, пока не продавил, наверное, вот здесь вот только Евгения. Ну, надо отдать должное, что вот примерно с этого момента красный наконец развился так, что зеленый практически перестал ходить ко мне. Ну, Вот. тут благодаря вам двоим можно поаплодировать, потому что красный, конечно, сначала не мог сдерживать зеленого, они двое на тебя нападали, но потом, когда он развился, то он начал задерживать зеленого, чтобы он нападал на него, а не на тебя. И тогда вы уже стали 1 на 1. Ну да, надо отдать должное, что он в какой-то момент прикрыл плечо, все-таки не дал возможности продолжать эти нападки. Но пока он развивался, раз, два, три, четыре, пять, шесть, тут 7, наверное, сражений или 8 было. Да, были и такие моменты. Мой лимит редко поднимался больше 1000 человек в этой игре. Так, ну и смотрим. Видите, что мой союзник, видимо, прокачал за все нации все, что только можно. У него-то все было довольно хорошо. Как были очки? Да, ну очки у меня тоже. Я все время был на нуле практически. Тут меня прессовали очень жестко. Так, и смотрим. Да, он и камня добыл, и золото. Посмотрите, сколько он добыл золота. Он там занимался SimCity. Я думаю, что он добыл золото больше, чем любой другой игрок. Вот так вот. Что у нас М-блок? Посмотрим по французам. Он, по-моему, не строил этих мушкетеры 17 века 1777, а у меня меньше было. Драгуны 18 века почти 500, у меня Сейчас мы... тоже 500. Так, а где же эти? Может, это не егеря были, может, это были лучники? Гренадеры, аритары, драгуны. А, этот не строил их, это я зеленого. Вот, егерей, посмотрите, сколько он. 651 егерь он на спальню. Ну, вот так вот. Так, а он, да, он не строил ни мушкетер, ничего, он строил егерей именно из казарм, получается. Так, что Евгений сделал? 310 мушкетер 17-го. Ну, за 18-й тоже 150 коней успел построить. Пикетнеры 18 века, но он только начал, он не вышел. 7300 легких пехотинцев угроблено было. 918 мамлюков. 1200 гренадеров, наемников. В общем, это была битва, конечно, не для слабонервных. Все, друзья, желаем вам новых побед, хорошего настроения. Да, ребята, всем пока. Ждите стрима. Мы тут подготавливаемся. Да, может быть, мы постримим. Все, пока.